приветствую на канале Меловой. Многие просили мел, именно мел. Сегодня будет мел. Итак, это у нас вот такой вот, так скажем, я его сам сделал. Этот брусок огромадный из сорта тюменский. Потом здесь у нас ватутин, тоже в хорошей просушке. И меловой шарик, уже не помню из какого сорта. Либо Василь Поля, либо Красавчик, Эллин, что-то такое. Давайте, в общем, начну с него. Потому что с предыдущего ролика говорил, что буду его кушать. Его будет кушать, скорее всего, очень неудобно, потому что, ну, вот форма такая. Ну, буквально после нескольких откусываний будет уже удобно. В общем, поехали. По-моему, Василь Поле. Ну, это точно не Василь Поле. Ни Красавчик, ни Эллин. Больше похоже на снежок. Такая структура, ой, средняя, наверное. Потому что он не сильно твердый, не сильно мягкий. Полусухой, полужирный. Вот это именно то, что характерно сорту снежок. Почему я опять же не могу вспомнить, что это за меловой шарик, из какого он сорта, потому что, ну, ему, наверное, недели 3 уже. То есть я его сделал очень давно. Небольшие нотки побелки. Немножко пыльное послевкусие. Вот что-то такое среднее. Не хватает ему будто бы, ну, привкуса, именно раскрытия вкуса. Ну, сказать честно, кушать его максимально неудобно. Здесь у нас еще плитка от песчанки осталась. Я, кстати, увидел комментарий, что кто-то написал, что вообще не похоже на песчанку. Кто-то писал, что песчанка только мелкими бывает. В общем, сколько людей, столько и мнений. Так, этот я уже кушал. Давайте ватутин попробуем. Я надеюсь, он будет повкуснее. Еще думаю, странно. Не ел уже чуть больше недели, не мел ни глину. Думаю, странно, вот этот кусочек, меловой шарик, который кушал, почему-то нету прям наслаждения. А мне, оказывается, просто по вкусу не понравился. Этот ем, ну просто вау. Здесь уже прям очень хорошая сливочность, жирность, хруст более яркий, чем в меловом шарике. Вкус очень пыльно насыщенный, меловой, привкус побелки присутствует. Немножко сластинка есть у него. На удивление, если честно. И опять же, возможно, многое зависит от сушки.
Меловой шарик сох, получается, на батарее. А вот Тутин сушился на солнышке в районе недели, наверное. То есть он прям, возможно, даже пересушился. Но вкус у него очень-очень классный. Итак, сорт тюменский. Ну, конечно, я тут постарался с бруском. Это нифига себе брусочище. Сколько он может весить? Ну, грамм 250, думаю, точно весит. Итак, вот этот отрывок сейчас скажу, это именно для тиктока вставка будет, потому что многие пишут, что я там не ем, не глотаю, не хрущу. Все по одной причине. В тиктоке это все запрещено. Поэтому в ТикТоке у меня только описание, ну и показываю, что у меня есть вообще в ассортименте. Опять же, для покупки и так далее можете перейти по ссылке профиля, там есть номер телефона для WhatsApp, можете в WhatsApp для заказа написать, я вам ассортимент скину, либо же в группу ВКонтакте. Ну а для всех тех, кто смотрит на YouTube, в описании ролика есть ссылка на группу ВКонтакте, WhatsApp и Instagram. Кстати, смотрите, насколько он маркий. Это, наверное, один из самых марких сортов мела, вот сорт тюменский. Давайте будем пробовать. Поближе вам покажу, как он выглядит. Ну, просто вау. Какой у него вкус. Когда у меня спрашивают мел со вкусом извести, побелки, вот что-то такое, я всегда рекомендую такие сорта, как, допустим, Белая гора, Севрюкова, Север, к примеру, еще. Но для меня все-таки самый яркий мелок это сорт тюменский. В нем настолько сильно выражена вот эта побелка и известь. Причем, что в изначальном видео, допустим, просохший он, да, что когда я водой запиваю, оно все больше и больше раскрывается. И вот изначально, когда я еще ел мел Альгельмуте, да, который канцелярский, только-только, когда я начинал кушать природные сорта мела, одним из первых это был сорт тюменский, и еще многие разные сухие сорта, как Белая гора, допустим, вот они для меня именно любимчиками были. Из-за, наверное, своей вот этой раскрываемости вкуса побелки, пыльно-мелового вкуса, но все-таки больше побелки. И чем дальше, тем дальше и больше я пробовал другие сорта, я пришел к тому, что вот жирный, типа вот этого Ватутина, мне нравится больше. То есть я такое могу покушать за вот это вот раскрытие суперское просто вкуса побелочного. Но я много такого мела съесть не могу. То есть вот такой я могу кушать прям очень долго. Ну это прям вот то, что мне нравится. А это чисто вот, так скажем, побаловаться. Очень маркий. И опять же, кроме того, что я очень сильно люблю именно жирные сливочные сорта, больше всего вот этого момента, который я сейчас объяснил, я обожаю все эти сорта в пиленном виде. Потому что если взять, допустим, сорт тюменский,
вот этот пиленый брусок, да, ну, который я сделал сам, вот эту плитку, якобы пиленую, которую я опять же сделал сам из сорта песчанка. Вот этот меловой шарик не будем брать, ладно. К чему я веду? То есть, если бы этот сорт был действительно распиленный, ну, стандартным способом, как пилятся все вот эти вот мелки, да, от поставщика, то он бы был совершенно другой. У него бы более плотная была структура, и он бы был для меня чуть повкуснее. Потому что все-таки, как ни крути, ну, это по сути кусковой мел. Просто я его как бы подпилил, да, ножичком. Поэтому дополнительного вкуса распила у него нет. И структура, соответственно, у него не поменялась, как и у песчанки. Но я думаю, что сорт тюменский, что песчанка, именно в стандартном распиле они бы были просто вау, какие классные. Но мы все понимаем, почему, допустим, не пилится сорт песчанка, потому что, ну, это большая редкость, что он будет попадаться такими глыбами. Да и, допустим, попалась поставщику, вот там, я не знаю, 10-килограммовая глыба, да, представьте, сколько там будет остатков, когда его напилят. А так как это редкость, такие глыбы, не будет возможности, ну или стоимость будет огромная просто на него, и хотя и будет спрос, но я думаю, не особо интересно людям этим заниматься, потому что все-таки это редкость, большие куски. Опять же, по сорту тюменский, я думаю, он не пилится чисто по той причине, что по структуре он идет все-таки песочный сорт. То есть, если взять сорт Курабье, старый оскол элит, эти сорта идут мягкие, песочные, прям с песком. Этот же сорт идет тоже песочный, но он очень с грубой крупинкой идет и намного тверже тех сортов. Поэтому здесь многие не совсем понимают этот момент, почему он называется песочный. Потому что, ну, все-таки песчинки, они как-никак присутствуют. То есть это не сухой сорт, не жирный сорт. Вот это именно грубый, какой сорт? Песочный сорт, вот. В следующем ролике будет где-то, ну, вот такая, наверное, глыба хруста сорта тюменский. Подустал я от сухого сорта. Нужно что-то жирненькое. Жирненького-то у меня тут, ну, это что-то непонятное. Все-таки вот это самое жирное и вкусное здесь для меня. У меня здесь уже лежат подготовленные глинки. Такие глинки, как ночка, лаванда, сандин, ирина. Сливки белые. И изначально хотел их заснять сегодня. Но потом подумал, ладно, сниму мелок, тем более давно его не кушал. От глин, честно говоря, сам уже подустал. Поэтому сегодня мелок. Часто просите мокрый мелок. Давайте сделаем сегодня немножко мокренького. Как он хорошо пошипел. Надеюсь, там слышно будет. Фокусировка с такой яркостью работать отказывается. Насколько сильно у него вкус сейчас поменялся. Пропитался прям полностью.
Все-таки я прям вообще не любитель такого. У него вот этот вкус сам по сути исчез. То есть, когда ты изначально его откусываешь, ты четко чувствуешь вот это меловое все послевкусие, особенно пыльное. Ты его раскусил, пока это все в кашицу уходит, весь этот вкус раскрывается. Здесь же мы его в воду кинули, в общем. И все вот это вот раскрытие вкуса, оно вот там где-то вышипелось, грубо говоря, ну вот осадком, так скажем, да. Поэтому, когда ты начинаешь его кушать, прикольное чувство вот это, когда ты откусываешь его и разжевываешь. Потому что такое чувство, будто пахлаву, я не знаю, какую-то ешь, из-за того, что мелок достаточно сливочный и жирный, ты его откусил, и он так прям растворяется. Но раскрытие вкуса здесь минимальное. Опять же, каждому свое нравится. Но вот мне такое не сильно заходит. Хруста нет, вкус не тот. То ли вот эта сторона. Это у нас брусок то ли Эллин, то ли красавчик, уже не помню. В предыдущих роликах он тоже фигурировал. По-моему, красавчик. Глиномел. Он то ли досушился, то ли что, но настолько отчетливый вкус побелки у него присутствовать стал. Помню, один раз также каким-то сортом намазался на ролике. Ролик закончился, я все тут убрал, пошел его редактировать. Спустя 2 часа к зеркалу подхожу, а у меня на лице все вот это вот осталось. Думаю, замечательно. Кстати, ребят, имейте в виду, когда вы переходите в описание ролика для того, чтобы перейти в один из мессенджеров, так скажем, для того, чтобы оформить заказ, допустим, если вы пишете в WhatsApp, там я вам просто скидываю текстом весь ассортимент и, собственно, все. Если вы переходите в группу ВКонтакте, то это гораздо удобнее. Почему? Потому что в группе ВКонтакте есть более 500 отзывов. Там фото, описание каждого сорта, вида, мела. Ну и тот же самый весь ассортимент в группе закреплен. Многие, кстати, когда переходят, пишут в личку, а можете скинуть ассортимент, почему-то его не видно. Для того, чтобы увидеть, просто отправляйте заявку в группу, я ее приму, и вы увидите, собственно, всю группу. Ну еще есть Инстаграм. Там очень много тоже роликов, и в том числе новинки, но нет описания в сортов. Описание есть только в группе. Давайте попробуем еще разок песчанку. Спустя сколько, неделю, получается, она еще более подсушилась. Думаю, должна быть из-за этого повкуснее. Какой у нее интересный вкус. Вот песчанка, она все-таки чем-то напоминает снежок по структуре, то есть что-то среднее между твердым и мягким. По вкусу сейчас откусил, она вот просохла, вкус более проявился. Такой привкус какой-то травы немножко с кислинкой небольшой, но он очень вкусный сорт.
И опять же, очень насыщенно пыльно-меловое послевкусие. Но, сказать честно, если бы мы, допустим, возьмем, ну, вот этот сорт, да, Ватутин, в кусковом виде в пиленом, мне безумно нравится в пиленом. Но, опять же, не в пиленом, в который я сделал, а пиленый, который от поставщика идет. Если мы берем песчанку, ее, конечно, удобнее кушать, когда она вот такая, да. Но, скажу честно, в кусковом виде, даже не в очищенном, она по вкусу почему-то вкуснее. Возможно, именно глыба вот эта большая, немножко другая по вкусу была, но это точно песчанка. Поэтому песчанка мне больше нравится все-таки в обычном, стандартном кусковом виде. Особенно вот эта вот маленькая песчанка. Что по сорту тюменский? Тюменский для меня, как и, допустим, Белая гора, сейчас на следующем уровне. Это как раньше вот для меня был сорт Акбулак. Акбулак, он идет немножко с горчинкой, много его не съешь. Но опять же, все зависит от того, какие вкусы вы предпочитаете. Ну вот я не особо люблю Акбулак. И, собственно говоря, вот эти сорта я стал кушать сейчас настолько же часто, точнее редко, как и Акбулак. Ну вот, больше люблю такие жирные. Ну что, вот это Эллин. Всем большое спасибо за просмотр. Кстати, давайте я вам покажу, сравню. Вот это, допустим, Ватутин. Видите, какой цвет у него? Стандартный жирный мелок. А вот это Эллин. Эллин у нас идет, если сравнить его, да, как топленое молоко, такой цвет. А здесь все-таки прям беленький. Но опять же, если мы сравним, допустим, с тюменским, то здесь, конечно, тюменский должен выиграть, но по фото вам не видно будет. Здесь, думаю, видно было отчетливо, что Эллин прям действительно глиномел, даже по откусыванию. Ну что, ставьте лайк, пишите мнение в комментариях, переходите в описание для оформления заказов. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Совсем скоро увидимся уже на остатках по башкирским глинам и уже перейдем к крымским.